учишь испанский, но когда нужно сказать хоть слово, все вылетает из головы. Правда? Ты думаешь, я не готов, я еще не знаю достаточно слов, я делаю ошибки. А я скажу тебе так, никто не готов. Даже испанцы не всегда готовы говорить. Главное начать, даже если кажется, что еще не умеешь. Сегодня я покажу тебе, как начать говорить по-испански уверенно. Даже если у тебя в голове кружится всего 3 слова. Hola, gracias, adiós. И если ты досмотришь до конца, я подарю тебе бонус. PDF-гайд с фразами-помощниками, которые спасут тебя в любой ситуации. Hola, меня зовут Наталья, я сама выучила язык всего за 6 месяцев. А теперь на этом канале помогаю другим заговорить по-испански уверенно. Причем я даю только то, что действительно работает, а не то, о чем рассказывают на большинстве курсов или ведают нам в учебниках. Если вы уже живете в Испании, либо только планируете свой переезд, подписывайтесь и ставьте лайк. Тут каждую неделю полезный и живой испанский, который реально работает. Знаешь, в чем главный обман учебников? Нам с детства внушали, что говорить правильно – это знать 1000 слов и множество грамматических правил. Но на самом деле это миф. Согласно исследованию BBC Languages, всего 1000 слов покрывает около 84% всей повседневной речи. А чтобы вести простой базовый разговор, хватает всего 300 слов. То есть проблема совсем не в том, что ты мало знаешь, а в том, что ты совершенно не используешь то, что уже знаешь. И вот это мы сейчас изменим. Потому что говорить по-испански можно уверенно, даже с минимальным запасом, если знать, как начать. Итак, давай разберем, что тебе мешает говорить и как это исправить прямо сейчас. Почему мы не говорим? Зная это, кажется, ну все, теперь должно быть легко. Но почему же даже если когда мы знаем слова, мы все равно молчим? Почему мы не говорим, когда уже, казалось бы, можем? Потому что дело не в знаниях, а в психологии. Вот 3 главные причины, по которым большинство людей боятся говорить по-испански. Первое – это страх ошибок. Нам кажется, что если скажем неправильно, нас осудят. Но испанцы на это не обращают внимания. Для них главное intentarlo, то есть попытаться. То есть для них важно само общение, а не идеальная грамматика. Пример, если ты скажешь yo fui en el cine, даже несмотря на то, что правильно сказать yo fui al cine, никто не подумает, что ты плохо говоришь. Тебя просто поправят и разговор продолжится. Второй момент, мы ждем, когда будем готовы. Мы ждем, пока выучу побольше, но этот момент никогда не наступает. Ты учишь и все еще не говоришь. Если бы испанцы ждали, пока у них будет идеальное настроение, чтобы заговорить на иностранном языке, они бы вообще не разговаривали. Большинству из них даются очень тяжело иностранные языки. Но тем не менее, они на свой ужасный акцент, неправильное произношение, большинство грамматических ошибок просто не обращают внимания. И всегда пытаются заговорить в любой другой стране. Помни, что готовность появляется только после первого раза, а не до него. Третий момент, мы думаем, что знание равно уверенность. Но уверенность – это навык, который растет от практики. Ты не становишься уверенным, потому что выучил еще 50 слов. Ты становишься уверенным, когда используешь те 50 слов, что уже знаешь. Так вот, если главная проблема не знание, а страх, давай я покажу тебе 5 фраз, которые можно использовать даже если ты еще не готов. Они спасают разговор, дают тебе время подумать. Самое главное, делают тебя уверенным. Сейчас я покажу тебе 5 фраз, которые можно использовать, чтобы начать разговор в любой ситуации. Даже если ты знаешь всего пару слов по-испански. Это твои своего рода спасательные круги. Фразы, которые вытянут тебя буквально из любой паузы. Испанцы обожают, когда ты используешь их, потому что они звучат естественно и по-человечески. Perdona, mi español no es perfecto, pero quiero practicar. Это просто магическая фраза. Ты как бы заранее говоришь: я могу общаться, но я ошибаюсь.
И испанцы моментально реагируют с теплом. Они начинают говорить медленнее, проще, а иногда даже переходят на легкий обучающий стиль. Пример из жизни. Perdona, mi español no es perfecto, pero quiero practicar. Tranquila, hablas muy bien. ¿Cómo se dice esto? Одна из самых полезных фраз в мире. Не знаешь слова? Просто покажи пальцем и спроси «Cómo se dice esto?» То есть «Как это сказать?» Испанцы не воспринимают это как слабость. Они наоборот улыбаются, объясняют, и разговор продолжается естественно. Пример. В магазине. «Cómo se dice esto?» Продавец вам отвечает «Se llama cuchara». Gracias. ¿Lo puedes repetir, por favor? Эта фраза суперинструмент, если ты что-то не расслышал. И в отличие от английского can you repeat, в Испании она звучит очень мягко и естественно. Испанцы ценят вежливость, и фраза por favor звучит не формально, а достаточно тепло. Пример. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro, decía que la tienda está cerrada. Estoy aprendiendo español. Это короткая, но мощная фраза. Когда ты ее произносишь, ты сразу снимаешь с себя напряжение. Ты честно говоришь «я еще учусь». И что удивительно, испанцы моментально включаются в роль помощников. Они начинают объяснять слова, повторять, подсказывать. Пример. Estoy aprendiendo español. Ah, muy bien. Poco a poco, ¿eh? No entiendo todo, pero quiero intentar. Это мой фаворит. Она показывает, что у тебя есть желание, и ты не боишься ошибаться. Именно с этого момента начинается уверенность, когда ты перестаешь думать о том, что достаточно ли знаешь, и начинаешь просто пробовать. Пример. No entiendo todo, pero quiero intentar. Perfecto. Así se aprende. Как видишь, ни в одной из этих фраз нет сложной грамматики. И ты их не заучиваешь, ты просто говоришь, казалось бы. А теперь давай посмотрим, как тренировать уверенность дома, чтобы язык стал твоим инструментом, а не страхом. Теперь давай посмотрим, как тренировать уверенность дома, без скучных учебников и бесконечных повторов. Эти упражнения я использую с моими учениками, и они с помощью их начинают говорить буквально через несколько дней. И главное делать это регулярно, даже 10 минут в день будут отличным вариантом. Упражнение номер 1. Озвучивать все вокруг себя. Самое простое, но, пожалуй, очень эффективное. Ты просто описываешь вслух то, что видишь. Так активируется язык в естественных ситуациях. Например, Estoy en la cocina. Veo un vaso, una silla, una lámpara. Я на кухне, вижу стакан, стул, лампу. Можно даже включить таймер, например, на 2 минуты и говорить без остановки, описывая все, что видите вокруг. Здесь главной фишкой будет не переводить все, а сразу думать на испанском. Упражнение номер 2. Диалоги в голове. Вообрази, что ты в магазине, в баре, в аптеке и проигрываешь короткие диалоги, которые у тебя могли бы случиться именно там. Это как твоя репетиция, но без страха. Пример. Buenos días. ¿Me pone un café con leche? Claro. ¿Algo más? No, gracias. ¿Cuánto es? 2 euros. Через пару таких мини-сцен у тебя формируется автоматизм, и ты начинаешь говорить без внутреннего перевода. Упражнение номер 3. 10 фраз на каждый день. Это мой личный фаворит. Я это задание даю выполнять всем своим ученикам. Ты выбираешь 10 коротких фраз, которые звучат уверенно, и повторяешь их, например, каждое утро, пока пьешь кофе. Они становятся твоим языковым якорем. И когда тебе нужно говорить, язык уже пробужден. Примеры фраз. Creo que sí. Думаю, да. Me parece bien. Мне кажется, хорошо.
Qué interesante. Как интересно. No estoy segura, pero creo que... Я не уверена, но думаю, что... Ya veremos. Посмотрим. Такие фразы делают твою речь естественной, а уверенность настоящей. Потому что, как я уже говорила, уверенность – это всего лишь навык, а не знание. И если ты хочешь идти дальше, не просто учить слова, а говорить, я могу тебе помочь с этим лично. У меня есть индивидуальные групповые занятия, где мы тренируем уверенность в речи и убираем страх говорить на этом языке шаг за шагом. Если тебе это нужно, пиши мне лично в Telegram или Instagram. Я всем отвечаю. И как я обещала в начале, у меня есть для тебя подарок. Это PDF-гайд «Фразы-помощники», которые помогут тебе начать, продолжить и поддерживать разговор в любой ситуации. Это не просто список, а реальные конструкции, которые я даю своим ученикам, чтобы они заговорили уверенно, даже если знают всего 100 слов. Чтобы получить его, просто напиши в комментариях кодовое слово «Хочу PDF». И я, как обычно, пришлю тебе ссылку, чтобы его скачать. Так ты сможешь повторять эти фразы, тренировать свою речь и использовать их каждый день в магазине, на работе, в разговоре с испанцами. Сегодня ты узнал, что говорить по-испански можно, даже если ты не чувствуешь себя готовым. Главное, не ждать, а начать говорить. Ошибайся, улыбайся, повторяй. И уверенность придет сама. А если ты хочешь, чтобы все это стало системой, я приглашаю тебя на индивидуальные групповые занятия, где мы тренируем именно уверенность в разговоре. Без заумной грамматики, только живой испанский, как в реальной жизни в Испании. Также сейчас у меня формируется закрытый разговорный клуб. Если хочешь вступить, пиши. И не забудь подписаться, потому что новые видео выходят каждый вторник и пятницу. И каждая из них помогает тебе заговорить на этом языке. Поставь лайк, если видео тебе помогло. И напиши в комментариях, какая фраза из тех, что я сегодня рассказала, тебе понравилась больше всего. А на сегодня это все. Nos vemos muy pronto. И hasta la próxima.